Друзья, всем привет! Меня зовут Полина. Со мной сегодня мой друг и коллега Виталик. И мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему в преддверии следующего года, а именно постановка целей. Я думаю, что каждый человек каждый год задумывается над тем, что все с Нового года, как с понедельника, начинаю сначала, жизнь с нуля, все переделываю, и ни хрена ничего не получается. Вот, собственно говоря, мы сегодня раскроем эту тему, поговорим о том, как правильно ставить цели и подходит ли тебе вообще постановка целей, может быть, тебе нужен другой какой-то инструмент. Вот, long story short. Ты украла мою шутку про понедельник. Можно еще каждый день, да, тоже же ставишь цели какие-то, просыпаешься, некоторые с утра даже планируют, некоторые под вечер. Но это очень ответственные люди так делают, да? На самом деле очень частые истории, то, что я сейчас тоже очень повсеместно вижу. Во-первых, история, связанная с выгоранием, хоть слово уже такое попсовое, но с тем, что сил у людей нету, вечером ты ложишься, у тебя миллион гениальных идей, ты думаешь, вот завтра я точно встану в 6 утра, я себе уже придумал расписание, кто-то даже выписывает и свято верит в то, что он это сделает, он просыпается с утра, не знаю, часов в 11, разбитый, нету сил встать с кровати, нет сил делать ничего, потому что энергии внутренней нету на какие-то либо действия. То есть заряд Да, есть, но не хватает. знакомая история. Знаком. Но я, знаешь, я перестал как-то себя толкать к тому, чтобы делать задачки. Я стараюсь делать что-то, но что мне сейчас в текущий момент ближе. Вот. Ну, понятно, что у тебя есть какие-то горящие вещи, которые ты не можешь откладывать, но все остальное я стараюсь, знаешь, я открываю список, а вот ты мне сегодня нравишься, давай-ка тобой займемся. Вот как-то Но так у меня работает. Смотри, возвращаясь, допустим, к нашей методологии, перекладывая людей на разные типы, на текущее вообще положение их, скажем так, в жизни, в своей же, и с развитием сильных и слабых качеств, кое у каждого из нас там предостаточно, а, происходит понимание того, что на разных этапах ты можешь себе позволять разное. На каком-то этапе ты можешь себе позволить, окей, делать то, что тебе хочется, и не делать то, что тебе не хочется. А на каком-то этапе ты себе этот вопрос не можешь позволить, то, что тебе завтра по шапке дадут и уволят, скажут, иди, Вася, гуляй. Вот. И как нам дойти вообще Но, до твоего уровня выбора? не, ну это не мой уровень, это же, ты же говоришь, это этапы, они разные бывают, да, я не хочу думать здесь про уровни какие-то. Опять же, я же сказал, что есть срочные задачи, да, какие-то, которые, ну, ты не можешь откладывать, тебе надо ими заниматься. А если мы говорим про наши типажи, то давай немножечко зрителям расскажем, мне кажется, чуть-чуть, чтобы было понятно, о чем мы Давай. говорим. Значит, мы носители методологии, которая называется Ascent. На английском языке это аббревиатура для Да. шести основных типов поведения людей внутри социальной группы. Немножечко пройдусь по типам. Есть achiever, это человек, который любит как раз-таки закрывать задачки. Есть specialist, это человек, который имеет какую-то, ну, из названия, да, Узкую специализацию у него. область, да. Да, у него есть какая-то область. Есть координатор, это people manager, да, вот человек, который про людей, он делает так, чтобы люди что-то делали, объединялись в группы, подобные вещи. Дальше идет entrepreneur, это человек, который пробует много чего нового и отвечает за управление ресурсами. Да, там люди, деньги, какие-то материалы, вот это все он сводит как-то вместе и превращает в какую-то работающие вещи. А далее идет навигатор. Это человек, который стратег, носитель какой-то идеи, который ее распространяет. И лидер, еще в таком традиционном понимании, он всегда знает, куда идти. Там в светлые дни, в темные дни он всегда показывает направление без проблем. И последний это дример, это вот визионер, какой-то человек, носитель идеи. То есть этот гуру, который сидит на горе где-то, говорит, вот надо любить всех Такой. вокруг. Да, и все к нему идут. Ну, в основном навигаторы, да, идут, потому что... Вот, значит, по нашей методологии мы сейчас говорим о самой первой роли, про которую я рассказал. Это роль, которая называется achiever. То есть, чтобы тебе начать как-то закрывать таски,
тебе надо входить в это состояние, ну, либо как-то пытаться к нему приближаться. Да? Вот. Да, приближаться, когда не хочется, и сил нет, и энергии нету. Но да, и тут зачастую, мне кажется, что можно проследить, если у человека часть с ачивером выражена низкая, и, допустим, он дример, то это часто будут люди хаоса и люди, которые вот, я думаю, многие видели таких, которые ходят, у них потрясающие гениальные идеи, но кроме звука ничего не воспроизводят. И тут момент в том, что тут в этом случае человек либо берет себе команду, которая делает за него какие-то действия, либо у него ничего не происходит и дальше. И он ходит, фонтанирует, при этом сидит без денег, несчастный и не понимает, что делать. Очень важно понимать, а как же нам развивать-то вообще каждый из типов, потому что на самом деле он же... Неправильно сказать, что они друг за другом идут, но они идут вместе и дополняют друг друга. Мы с тобой когда-то разговаривали про это уже. Помнишь, по Майерс-Бригг есть некоторые качества, да, traits они это называют на английском языке. Значит, есть качество, которое называется там как полюса. Есть сенсорика и есть интуиция. Значит, сенсорика — это когда люди ориентированы на ощущение мира вокруг. Интуиция — это когда они доверяют своим чувствам по поводу мира вокруг. Да, у них есть какая-то модель, которая чувственная модель. Не путать с интровертом и экстравертом, потому что звучит вроде как так, и не путать с человеком, с финкером и филлером, да, человек, который думает и который чувствует. Тоже немного не про то. Это про модель восприятия мира, то есть сенсорика, либо интуиция. Вот. И, насколько я понимаю, люди, которые ориентированы на сенсорику, у них лучше получается с закрытием задачек. И ты не поверишь, я поговорил после нашего с тобой разговора с каким-то количеством людей, знакомых, ловил каких-то рандомных людей в Инстаграме, отвечал на их сторис, да. И я увидел эту параллель. Ну, то есть я бы не сказал, что у меня научно подтвержденная теория, но, тем не менее, я спрашивал, что происходит после того, как ты, например, поработаешь руками. Там, не знаю, сходил на воркшоп, да, там, поизучал программирование. Как твоя возможность закрывания задачек увеличивается? И я увидел корреляцию по ответам людей. Ну, то есть получается, что если ты хочешь научиться закрывать задачи, самое простое — это пойти и поделать что-то руками. Пойти и начать делать просто. Ну, фактически пойти на... Мне нравится пример, знаешь, на воркшоп лепки из глины, например, сходить. Или порисовать что-то, сходить на воркшоп. Прям то есть фактически... ты говоришь про любую деятельность физическую. Да. Ну, мне нравится пример с физической деятельностью, потому что это очень просто и понятно. И фактически ты понимаешь, что ты должен? Ты должен из мира вот этого интуиции попасть в мир каких-то реальных вещей, с которыми тебе надо взаимодействовать. И воркшопы с этой точки зрения, это не реклама, да, но мне кажется, что работает офигенно. У меня, кстати, интересная мысль появилась, опять же, затрагивая тему постановки целей все-таки. Многие люди, в частности женщины, мужчины тоже, я знаю, что могут это делать, но конец года, карта желаний, визуализация, нарезать, помечтать изнутри, из того, что есть, достать свои желания на физику. Понятно, что на физику, не физику, как в общем понимании, да, но потрогать даже картинки и представить себя там. А ты у меня триггернула другой пример. Убраться. Это же реально так же работает. Ты убираешься, потом ты садишься, и ты такой, я готов продолжать, да, вот эта механика внутри, твоя ментальная модель, она продолжает работать, и ты потом идешь просто по задачкам и также их закрываешь. Ну, то есть, по сути, это история с раскладыванием по полочкам в своем мозге в первую очередь. И неважно, через что ты это делаешь, но упорядочивание своих мыслей и мозга как раз-таки помогают достичь. Но Да. Но важно, видишь, важно найти
самый простой мостик в это состояние, да, через какие-то действия. Я как-то так это воспринимаю. Мгм. Ну, то есть, условно, кому-то там карту желаний порезать, кому-то посидеть, помедитировать, кому-то пойти с кем-то поговорить и обсудить. Разные вариации. Да, Окей. да. Ну, это может по-разному у людей работать. Я не настаиваю на том, что я Давай, продолжаю. давай этот философский вопрос. Как же понять, что хочется? Как же понять, что То есть хочется? как цель какая-то, потому что по моему опыту и опять же по опыту там постановки целей очень многие люди любят мечтать. Мечтать я буду зарабатывать миллионы через год, а зарабатывает он сейчас условно там 50 тысяч рублей. И вот дорожка того, что как за год заработать из 50 тысяч миллион, понятно, что есть такие примеры, которые это делают, но зачастую это настолько большой отрыв от реальности, что если бы он поставил себе цель заработать к концу года хотя бы 150, да даже 100 тысяч рублей, и он эту цель бы перевыполнил, там сильно больше энергии было бы. Вот как правильно ставить эти цели, которые, ну, собственно говоря, не сбудутся, конечно, но к которым реально прийти. Мне придется побыть оппонентом тебе. Давай. Давай начнем с того, что цели классно ставить сбалансированные. То есть цель из только материального мира, скорее всего, не будет обладать такой гравитацией, как если бы она там была на пересечении каких-то, ну, например, на трех классика. Я умею, мне нравится, и я могу заработать на этом деньги. Да? Ну, то есть не ставить себе цель, там, я хочу заработать 1 миллион Мгм. денег, а ставить себе цель, что я хочу заниматься тем, что мне нравится, что я умею делать и что приносит мне деньги. То есть я бы вот как-то так рассматривал цель, хотя бы с разных точек зрения. То есть не однобоко ее ставил, потому что если ставишь на однобоко, ты, возможно, здесь ее достигнешь, а по другим ты уйдешь в минус для себя. Ну, типа, зачем тебе это надо? Вот я бы начал с постановки, очень важно, да? А что если мне вот просто рисуется некое колесо баланса тоже, и я думаю, то, что каждый из нас в какие-то периоды жизни проходил свои кризисы, и, по сути, в каждый из этих кризис, и это, я думаю, кризис там разного возраста, как там 15, 18, 20, 25, 30, не знаю, 40, у каждого из этих возрастов, если нарисовать это колесо баланса, будут какие-то перекосы. И вот я тут опять же возвращаюсь к нашей методологии по поводу того, что в каждой условной личности и субличности внутри себя должен быть баланс. И вот мне кажется, что постановка целей, неважно, на год, на месяц, на что угодно, если, точнее нет, если краткосрочные цели, они могут быть вне колеса баланса и куда-то перескакивать, но суммарная картинка мира, типа вот точка А сейчас и точка Б через год, она должна быть достаточно сбалансированный, что ли, тоже. Хорошее слово, кстати. Ну, давай опять же да, там вернемся к той методологии, которую мы пытаемся сейчас внедрять в свою жизнь, да, и помогать людям взглянуть на мир с этой точки зрения. То есть здесь ты должен стать навигатором на какое-то время, ты должен увидеть какое-то стратегическое направление, да, чтобы это не было, ну, опять же, то, о чем ты говоришь, скорее всего, там 1 000 000 денег, возьмем эту цель, она, скорее всего, навязана обществом, твоим Да. окружением, social media, неважно, да, она приходит откуда-то из вне тебя, и получается, что ты начинаешь что-то делать, что не коррелирует с тем, что бы ты хотел делать, да. Если совсем как-то мистически это писать, ты не делаешь, ты не манифестируешь себя, да, ты не прорастаешь как цветочек туда, куда тебе надо расти, а ты пытаешься расти куда-то, куда все другие цветочки растут, да, если это понятная абстракция. Мгм. Я, кстати, начала замечать, если раньше подобные мысли были свойственны более старшему поколению, скажем так, которые познали жизнь, себя и тому подобное, то сейчас эта тенденция очень сильно молодеет. И то, я не знаю, кто там сейчас, зумеры,
короче, какое сейчас поколение, но растут сильно более осознанными, и уже там, возможно, кстати, это какой-то цикл заканчивается с тем, что мы, не знаю, поборем систему, мы будем вне системы, что-то такое, но, тем не менее, это работает, и они чаще выбирают себя, сильно чаще, и А, начинают свои цели да. с себя изнутри, с того, что хочется. Ну, у меня, знаешь, по принципу, если в руках молоток, то все кажется гвоздями. И у меня кажется, есть объяснение тому, о чем ты говоришь. Ну, во-первых, ты говоришь про молодежь западного мира, да, потому что, ну, Думаешь? не везде люди осознанные, где-то есть, людей беспокоят несколько другие потребности. Ну, Находясь в Латинской Америке, я довольно-таки ответственно заявляю, что, ну, немножко по-разному люди мир видят, мгм. вот. И наша любимая тема для обсуждения с тобой в последнее время – это пирамида Маслоу. Понимаешь, да? Ну, то есть у тебя получается, что то, о чем ты говоришь, по вот этой пирамиде потребностей, да, они где-то уже повыше. И поэтому они как раз-таки, они стремятся к сознанию, потому что у тебя базовые потребности там в безопасности и уважении и прочим-прочим, они уже покрыты, да? То есть ты уже уходишь в поиск себя, получается. Ну и насколько, да, там я вижу аналогию с тем, что мы с тобой пытаемся обсуждать, это как раз-таки уровень навигатора. То есть им можно быть навигатором, можно себе позволить быть навигатором, потому что ты не должен быть ачивером каждый день, ты не должен бесконечно закрывать какие-то задачки, которые определяют твою жизнь, в принципе, да? То есть будет ли у тебя что-то на столе поесть завтра. Ты выходишь из этого бешеного ритма достигательства, и ты как-то можешь, у тебя появляется какое-то время на саморефлексию, и когда ты отрываешься от ТикТока, наконец-то, ты можешь задуматься о том, а кто ты есть, да, и куда тебя тянет развиваться. Мне кажется, вот так вот это можно объяснить. Тут, кстати, по сути, мне кажется, даже история с постановкой целей, люди на уровне выживания по пирамиде, они даже не пойдут туда. Ну, там реально цель слишком краткосрочная. Цель, как прожить завтрашний день, а не цель, как прожить, не знаю, весь следующий год и что сделать, как вырасти. Поэтому, да, тут, смотря на пирамиду, получается, что большой разброс людей, которые просто не попадут даже в в желание какие-то цели поставить. Что надо, чтобы поставить лучшие цели на следующий год? Мгм. Во-первых, надо запланировать это действие. План на план, да? Планировать целеполагание, то есть выделить какой-то промежуток времени, когда тебя ничто не будет беспокоить, когда ты сможешь освободить свою голову, когда у тебя не будет отходников каких-то от вчерашней вечеринки, подобных вещей. Ну, то есть у тебя будет хорошее пространство для того, чтобы побыть самим собой, попробовать повспоминать еще, да, такое, мне кажется, будет классная подготовка войти в это состояние, собрать какие-то хорошие воспоминания и попробовать еще подумать, здесь очень важный вопрос будет, что ты делал на протяжении своей жизни, независимо от того, платили тебе деньги за это или нет. О, И ты это возвращался к классно. этому опять и опять и опять и опять, хотя бы там, я не знаю, на протяжении 5 лет. Подумать, что это могло такое быть. Если такая вещь есть, ты счастливчик. Просто ты ее хватаешь, разделываешь ее на какие-то этапы, на какие-то задачки и вперед. Если нет, Если нет, наверное, еще пока рано. То рано. есть здесь есть два моих комментария. Наверное, ты еще не в том состоянии прямо сейчас, чтобы это увидеть, но либо ты в целом пока не в том состоянии, чтобы это увидеть, да, то есть Чтобы надо это иметь как-то, даже, возможно. да, может надо как-то замедлиться в жизни, да, может просто у тебя что-то другое отжирает так много энергии вовне, да, или вот как раз на закрытие каких-то потребностей, что ты не можешь вот как-то чуть-чуть отрефлексировать, чуть-чуть побыть собой. Это, мне, кстати, кажется, на уровне ачивера и специалиста будет. Потому что зачастую люди, у которых
доминируют эти две буквы, они очень сильно в процессах, и вот нету времени вот так вот вынырнуть из того, что они делают, и посмотреть вообще верхнеуровнево на жизнь. Ну, давай так, типа, не стоит это воспринимать как что-то негативное, но мне Нет, кажется, что у тебя уровень индивидуализации на уровне ачивера, он практически отсутствует. Ну, то есть там нужен механический исполнитель, да, человек, который просто будет закрывать задачки. И они, скорее всего, даже стандартизированы каким-то образом, они описаны как процессы, шаг 1, 2, 3, 4. На уровне специалиста там чуть-чуть есть идентичности, но она абсолютно никому не будет интересна, если она не соответствует с твоими профессиональными навыками. Вот. А как-то на других этапах там чуть-чуть другие циклы, и ты можешь быть более, твоя индивидуальность там будет более интересна людям. хорошо. Так, значит, у нас первый пункт. Это выделить время на то, чтобы вообще сделать план и порефлексировать над своей жизнью. Второй пункт. Это очень важно, да. Второй пункт. Второй пункт – найти хороший носитель для этого. Вот ты говоришь, карта Рефлексии. желаний. Ну, для результата деятельности. Потому что мне кажется, что артефакт этой деятельности – это очень важно. И если он будет физический, мне кажется, это будет работать очень хорошо. Да, карта желаний может быть какой-то список. Я знаю людей, которые, например, вот он хочет определенный автомобиль, он покупает модельку этого автомобиля и ставит себе на рабочий стол. Вот. И видит ее каждый день. Представляешь? Я не Он помню, даже как поездить на нем может. Я не помню, как этот эффект называется, когда ты Да. думаешь про красную машину, начинаешь везде ее видеть, и, ну, типа, она в жизнь Да. к тебе притягивается. Немножко эзотерики, но, блин, это работает. Ну, это, знаешь, это как из успешного успеха. Успех надо уметь видеть. Да. Ну, то есть, да, это же так и работает. Ну, как мы устроены. Сначала мы замечаем какую-то вещь, потом мы уходим чуть-чуть в детали, мы всматриваемся в детали, она начинает нам нравиться, и потом мы в нее влюбляемся, да, и весь мир начинает быть завязан на вот предмет нашего обожания, да, и как-то потом дела твои чуть-чуть туда скользят в этом направлении, твой уклад жизни тоже чуть-чуть скользит в этом направлении, ну и вот оно как бы само собой, мне нравится это слово в последнее время, гравитация, да, оно начинает притягиваться. Да. Это вот второе, да, то есть время, место, артефакт для того, чтобы вот обозначить, да, это может быть список, может быть какой-то физический объект, карта желаний. Ну, давай что-нибудь третье для красоты, да, чтобы был 1, 2, 3. Я тоже могу еще сказать. У меня тоже есть Давай. мысли. Как третий пункт, это, по сути, когда ты видишь эту верхнеуровневую картину, это разбить это на какие-то понятные шаги и действия. И хочешь машину, что нужно сделать для того, чтобы эта машина появилась. И тут также как раз-таки, о чем ты вначале говорил, с разных сторон восприятия. Как, с помощью чего и тому подобное. Вот и ты начинаешь также, типа, дополнительный этап саморефлексии, выстраивания этого плана. И, наверное, еще там, если мы делали план на план, то еще должен быть план на выполнение плана, да? То есть Должен с некими быть, дедлайнами имеешь в виду? должен быть обряд, да, по треканию прогресса. То есть у тебя должно быть как anniversary, да, месяц после того, как я запланировал. Тоже надо найти какое-то время, может быть короче, не такой длинный промежуток времени, как при планировании, сесть чуть-чуть отрефлексировать. Может где-то даже откорректировать свои желания, потому что с периодом Да. времени они могут меняться. Да, более того, это нормально, если они меняются, и это даже хорошо. Важно, мне кажется, вовремя отказываться от того, что как раз-таки все равно было навязано, возможно, обществом, кем угодно, потому что мы все равно рабы соцсетей, рабы наших друзей, рабы тех людей, с кем мы вообще общаемся, и мы хватаем что-то, и мы можем даже во время вот рефлексии не оцифровать, откуда вообще вот это желание взялось, не знаю, полететь на Мальдивы и купить себе
Майбах с водителем. Давай Всё, не надо. я буду сегодня мамкиным философом. Я еще с АСМРом это скажу. Люби то, что любит тебя. О, ну вообще. Хорошо. Люби те цели, которые тебя любят тоже. Да, ну, то есть это и к людям, и к вещам, и к идеям подходит ко Да, всему. Да, то да. есть должна быть взаимность. Мгм. Тут, кстати, еще история с постановкой целей. Для тех, у кого есть проблема в постановке целей, это история с непрокачанным навигатором как раз-таки. И с помощью вот этого вот плана, и тут действительно, когда ты смотришь план на год, ты такой думаешь, это вообще, как я это сделаю и когда? И чем более ты детализированно делаешь шаги, это, ну, для прокачка вот твоего навигатора, чем более детализированно ты делаешь шаги, и чем больше ты вот галочек ставишь, тем больше у тебя появляется, во-первых, уверенности в результате, во-вторых, понимание того, что все это не так страшно на самом-то деле. И здесь еще, давай по к Myers-Briggs вернусь, потому что я люблю какими-нибудь фреймворками пользоваться. Надо прокачивать свое доверие своей интуиции. Потому что очень сложно быть вот стратегом и планировщиком чего-то большого, если ты только на рационализации. Рационализация, что тебе даст больше всего? Страх. И на где-то минуте 30 ты перепугаешься себя, своих желаний и уйдешь делать что-то другое, привычное и понятное. Вот. А если интуиция, ну не интуиция здесь, желание, да, вот как-то понимать свои желания. Я это хочу, вот как ты правильно сказал, а это навязано, да, это какая-то красивая картинка в голове. И кажется, что она сделает меня счастливой, но когда она приходит, она не делает меня счастливой, потому что не соответствовала тому, как я отзываюсь к этой картинке. И вот здесь вот, да, такая работа, но может позвучать как, как какой-то идиотизм снаружи, но это вот вроде как только так и работает. А мы там Ну, проделали какую-то домашнюю работу по изучению механизмов, и вроде как вот думанием очень сложно в стратегию. Там потому что основной элемент это все-таки ощущения. И да, потом уже только осмысливание их. да, это как говорится, фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанского», и особенность предпринимателей, не только даже кто потерпел какой-нибудь крах, разные предприниматели, те, кто потерпел огромный успех, особенность этих людей, которые отличает от обычных людей, которые, допустим, сидят в офисе недовольны своей работой, но даже если и довольны, они рискуют, и это как раз-таки идет на интуиции, то есть потому что голова зачастую, ты прав, если ты начинаешь слишком долго думать, у тебя голова найдет миллиард отговорок, почему тебе этого не нужно делать. Вот, а Ну когда да, ты да, просто идешь и делаешь, то... я очень как уверенно заявляю, что 95% мыслительного процесса это страхи. Ну, то Да, есть ты рождаешь страхи, когда вот ты да, занимаешься рационализацией, да, там именно обмысливанием. А интуиция, она помогает тебе обходить это. Это твой шорткат вот против этой стены, выстраиваемой твоей рационализацией. это у нас тема для другого разговора, да, там тоже можно еще на час уйти в разговоры того, как наш мозг обманывает нас очень жестоко. Вот, хорошо. Итого у нас получилось 4 пункта, по сути. Я 3 запомнил. Так, 3, тебе но придется повторить все тогда. а четвертое это уже пойти и делать, по сути. О, точно. Не боясь. Да, то есть у нас получается 4 пункта, что сделать, чтобы точно достигнуть успеха и выполнить цели, которые нужно будет поставить. Значит, первое, запланировать планирование целей и отрефлексировать предыдущий год на этом планировании. Второе, собрать артефакты целей, которые можно потрогать, пощупать, карты желаний, физические объекты, что угодно, чтобы ты просто видел и понимал. Список, чтобы всегда было перед глазами. Третье, составить
дорожную карту того, а как ты это будешь достигать, каждую свою цель, с некими дедлайнами и с как это назвать, с условно monthly, weekly ремайндерами по поводу того, что нужно посмотреть, где мы вообще вот в этом навигаторе, и отбрасывать, если что, те цели, которые изжили себя. И четвертое, делать, не думать, а делать, просто. Ну, давай тогда в завершение пожелаем всем, чтобы они нашли в себе силы для того, чтобы запланировать свой следующий год и реализовать себя в нем Да, по вот главное, средствам. да, главное помнить, что все реально и нереально только то, что нет у вас в голове. Если что-то в голове уже есть, если есть какая-то уже картинка будущего, значит, это будущее уже у тебя есть, тебе просто нужно его забрать. Вот. Всем спасибо. Покеда.